Пластиковый мусор наносит особенный вред человеку и экосистемам суши и моря. Птицы, рыбы, животные запутываются в пластиковых сетях, пакетах, принимают пластик и микропластик за еду и умирают, потому что пластик не переваривается. Микропластик – частицы меньше 5 мм, на которые распадается крупный мусор, легко попадает в цепь питания и может попасть к человеку на стол с рыбой или морепродуктами. В мировой океан ежегодно попадает около 8 миллионов тонн пластика, причем большая часть, более 80%, попадает в океан с суши. Это происходит благодаря ветру, рекам и человеческой деятельности. Чтобы понять, откуда берется мусор в воде и на берегах и как решить эту проблему, надо исследовать виды мусора и его происхождение. Каждый человек может провести исследование морского мусора с помощью методик гражданской науки. Для начала выберите место исследований. Это должно быть побережье, недалеко от портов, устьев рек, прибрежных городских районов, зон туристической активности. Выбранный участок должен быть в длину не менее 100 метров и иметь небольшой наклон до 4,5 градусов, чтобы исключить маленькие приливы. В закрытых заливах, бухточках, где приливов и отливов практически нет, это условие не важно, например, в Невской губе Финского залива. Участок должен иметь открытый доступ к морю, без волнорезов или насыпей, так, чтобы они не мешали попаданию мусора из моря на пляж, и участок должен быть доступным для исследования круглый год. Безопасность во время исследования должна быть на первом месте. Надевайте соответствующую погоде одежду, закрытую обувь и перчатки. Не проводите исследования в плохую погоду. Не выходите на мониторинг в одиночку, сообщите знакомым место и примерное время возвращения и позаботьтесь о доступе к связи. Зарядите телефон. Не забудьте взять с собой достаточно воды и перекус. В начале исследования вам нужно описать пляж и окрестности, записать GPS-координаты участка. Отметьте все особенности пляжа, тип почвы, удаленность от населенных пунктов, судоходство, устья рек и потенциальные источники мусора поблизости. Сделайте фотографии для фиксации характеристик участка. Переходим к практике. Обозначьте границы участка. 100 метров в длину и 10 метров в глубину пляжа от кромки воды. Это зона заплеска, именно сюда попадает морской мусор из воды. Начинаем сбор мусора. На выделенном участке нужно собрать все предметы, созданные или измененные человеком. Даже кусок обработанного дерева считается морским мусором, потому что к нему приложил руку человек. Ограничений сверху по размеру фиксируемого мусора нет, а вот минимальный размер образцов должен быть 2,5 см. Но окурки сигарет, крышечки, мелкие куски вспененного полистирола тоже учитываются. Если вы нашли большие и тяжелые объекты, их можно записать в таблицу и не убирать с пляжа. Следующий шаг – разбор найденного мусора и фиксация результатов. Для начала распределяем все предметы по материалу. Полимеры, резина, одежда и текстиль, бумага и картон, обработанное дерево, металл, керамика, неидентифицируемые предметы или химикаты. Дальше вносим в таблицу количество конкретных предметов по форме. Например, 3 пластиковых стакана или 2 стеклянных бутылки. У каждого типа объектов свой идентификационный номер. Вы можете его увидеть в левой колонке в таблице видов мусора. Кусочки мусора, которые сложно определить, должны быть так и записаны в таблицу, соответствующую строчку в конце раздела. Вы можете писать на распечатанном протоколе или можно сразу вносить данные на сайт приложения Marine Litter Watch. Там собраны результаты всех мониторингов морского мусора по этой методике. Не забудьте забрать весь собранный мусор с собой и сдать на переработку то, что возможно переработать. Сбор данных не конец исследования. Каждый мониторинг показывает, какой мусор распространен на конкретной территории, пляже, части пляжа или целом берегу. Мировые данные ученых говорят, что пищевая упаковка и пластик составляют 80% морского мусора. Но вы узнаете, что каждая пляжная территория обладает уникальным составом мусора. Так, на одном пляже может быть больше одноразовой посуды, а на другом – стекла или ватных палочек. Это зависит от разных причин – расположения пляжа, количества отдыхающих, направления ветров, количества водного транспорта.
Но то, что мы можем проследить, это происхождение и потенциальные источники мусора. Именно на них надо направлять наши усилия по борьбе с загрязнением. Найденные на пляже в большом количестве средства личной гигиены, влажные салфетки и ватные палочки – это часто смываемые в унитаз предметы. Они могут говорить об отсутствии очистки сточных вод. В таком случае и качество воды может быть плохим. Стоит рассказать о выводах местной администрации и обратиться в санитарную службу с запросом об анализе сточных вод. Найденные упаковки от продуктов питания и напитков могут быть оставлены отдыхающими или принесены ветром из незакрытых мусорных контейнеров, а также прибиты к берегу течением с других пляжей. Что можно сделать? Во-первых, начать с себя, покупать товары в меньшем количестве упаковки, отказаться от одноразовых вещей и отдавать отходы на переработку. А также можно договориться с местным муниципалитетом об установке мусорных контейнеров с крышками на пляжных территориях, чтобы мусор не разносился ветром. Расскажите в школе, в местной газете или просто знакомым о проблеме и призовите их к решению. Если вы нашли вещь, не имеющую на упаковке наклейки на русском языке, возможно, эти вещи попали на пляж с кораблей, а значит, нужно работать с судоходством. Присоединяйтесь к решению проблемы и к исследованиям морского мусора.